Добро пожаловать, я Трей, и это Minecraft 2.0. В этом видео я покажу, как сделать полностью автоматическую ферму пшеницы или как сделать ферму еды без жителей. Также покажу, как сделать редстоун таймер и парочку механизмов для разогрева. Начнем с того, что в Minecraft 2.0 есть индуктор. Его суть довольно проста. Это тот же повторитель, но без возможности задержки сигнала. Его плюс в том, что он считывает сигнал с любой из трех сторон. Следующим будет редстоуновый рандомизатор. Название говорит само за себя. Любой полученный сигнал пройдет дальше налево или направо случайным образом. Пока не знаю, где его можно использовать, но если есть идеи, напишите об этом в комментариях. Ну а теперь настало время тяжелой артиллерии. Представляю вашему вниманию самый настоящий процессор в Minecraft 2.0, который работает с помощью кода. Код написан на ассемблере, так что всем любителям программирования советую. Некоторые из кодов можно найти в самом процессоре на вкладке Guide. И сейчас я вам продемонстрирую все способности этого механизма. В этом процессоре уже записан код, который делает из этого процессора обратный индуктор. Устройство работает так, что сигнал будет выходить только в том случае, если к самому процессору сигнал поступает с трех сторон. И давайте я вам это продемонстрирую. Как-то так. Если хотя бы с одной стороны сигнал не будет поступать, то и выходить он, соответственно, не будет. И следующим на очереди у нас редстоун таймер. И сейчас я покажу, как он работает. Для начала с помощью повторителей надо запитать редстоун сигнал, затем построить похожую конструкцию, но еще и с редстоуновым факелом, и провести редстоун сигнал к поршням. Каждый раз, когда редстоун сигнал делает оборот, в данном случае это происходит около 1 секунды или чуть меньше, он выдвигает поршень. И, соответственно, чем больше будет поршней, тем дольше будет поступать сигнал редстоуна. К самому первому поршню сигнал будет поступать сразу, ко второму поршню сигнал будет поступать через 2 оборота, третьему через 4, четвертому через 8, пятому через 16, шестому через 32, к седьмому через 64 оборота, к восьмому через 128 оборотов, девятому через 256 оборотов и так далее. Соответственно, чем больше поршней, тем больше задержка сигнала редстоуна. Изначально хотел использовать редстоун таймер, который я посмотрел на канале Пугода, но я так и не понял, как он работает. Поэтому решил обойтись без воронок и без компараторов. И теперь уже наконец мы можем приступить к нашей ферме. В этом видео я покажу, как она работает, а процесс постройки вы сможете увидеть по ходу моего хардкорного выживания. Так что самое время подписаться и нажать на колокольчик. Следует отметить, что эту ферму я построил по принципу полуавтоматического, и автоматическим я его сделал только благодаря вот этому таймеру. Это означает, что с момента его запуска нам вообще не нужно будет к нему подходить, он будет сам себя прогружать, сам себя работать, сам себя обеспечивать, сам себя заново сажать, сам себя заново спахивать. Нам не нужно будет подходить и сливать водой все эти культуры. Также нам не нужно будет подходить и заново сажать все эти семена. Абсолютно все в этой ферме автоматизировано. Так как же она работает? У нас есть начальный сундук, из которого перевернутая воронка вытаскивает все предметы по трубам. Скидываем все нужные семена, и как видите, ферма уже начала работать. Данные семена по трубам переходят в фильтры. Фильтры работают с помощью компараторов и переименованных предметов. Это означает, что в эту воронку не сможет попасть ни один предмет, кроме семян пшеницы. Также со свеклой, также с капустой. После фильтрации семена переходят в сундук, а уже из сундуков раздатчик. С семенами мы разобрались, но что делать с культурами, которые уже созрели? Давайте я вам просто продемонстрирую. Здесь мы можем видеть, как культура не проходит фильтрацию, соответственно, идти им больше некуда, кроме как в эту трубу. И уже по этой трубе все необходимые нам культуры попадают в сундуки, откуда мы сможем брать все необходимые нам продукты. Осталось лишь продемонстрировать вам процесс сбора урожая. Когда пройдет необходимое количество оборотов, чтобы данный поршень заработал, он проведет сигнал через процессор, и через процессор приведет сигнал к беспроводному передатчику. Беспроводной передатчик передаст сигнал сюда, от чего активирует весь этот механизм. Это нужно для того, чтобы Redstone процессор смог включить и выключить ведро воды. Я предлагаю не ждать миллион лет и включить наш механизм самим. Иногда такое бывает. В данном процессоре стоит код пульсатора, который за короткий промежуток времени выдает 2 редстоун сигнала. С помощью ведра воды семена и еда сливаются вот в эти воронки. Из этих воронок все попадает в этот сундук. И из этого сундука уже все идет по новой. Но как вы могли уже заметить, в Minecraft 2.0 есть плодородные сезоны. В данном случае это лето и осень. И чтобы наши ресурсы не тратились впустую, мы можем прям совсем полностью ее автоматизировать. Благодаря вот этому предмету, который находится сзади меня. Начнем с того, что в этом процессоре находится тот же самый код, который мы видели вот здесь. А это означает, что сигнал пройдет только в том случае, если с 3 других сторон будет проведен сигнал. Активируем рычаг просто для того, чтобы включить наш механизм. Настроим датчик сезона на необходимое нам время. И осталось дождаться, пока Redstone таймер проведет последний третий сигнал к процессору, и процессор выдаст сигнал на редстоуновый передатчик.
Беспроводной, кстати. Сигнал отправителя дойдет до сигнала получателя, механизм активируется, и все пойдет, как я вам показывал уже ранее. Ну и стоит отметить, что мне даже не нужно ставить ВФК, я могу спокойно заниматься своими делами, а при наступлении осени пойти и забрать необходимые мне продукты. Напишите в комментариях, как бы вы использовали данные механизмы. Ну а с вами был Трей. Ставь лайкос под видос. И до свидос.